Шо, хлопче, як справи? Та батя моряк привіз модель від зірки. І шо, як вона? Радуюсь качеству краски, полирую поверхность, срываю декаль. Всем привет, меня зовут Бабакин Артем, и это завершающий эпизод о истории постройки Боинга от звезды. Советую сперва посмотреть первые две серии, в случае, если вы этого еще не сделали. Ссылка будет здесь и в описании. Все еще хотите себе на полку Boeing 737 MAX 8 от звезды? Досмотрите это видео до конца. И потом не говорите, что я вас не предупреждал. Приятного просмотра! Качество проработки и количество деталей для сборки двигателя радует. За это звезде спасибо. Один из вентиляторов отлит с облоем. Странно, конечно, пресс-формы конца 2018 года, а уже дефекты литья пошли. Воздухозаборник выкрашен в 3 цвета. Особенно мне понравился цвет голубого кольца. Заметил, что на всех снимках эта краска выглядит неоднородной. Чтобы повторить такой эффект, первый слой задуваю светло-голубой краской, которую после покрываю синим лаком. Деталь воздухозаборника коническая, и для маскировки колец нарезаю ленту по лекалу. Переднюю часть воздухозаборника выкрашиваю в алюминий. После высыхания полирую краску, не снимая маски. При полировке выделяется пигмент металлика, и он легко окрасит соседние участки. Увлекся сборкой и забыл вклеить вентилятор с крыльчаткой компрессора. Первые несколько минут единственным решением этой проблемы я видел только распил гондолы двигателя. Но блин, она уже полностью собрана и отшлифована. И вдруг меня осенило, можно же отделить вентилятор и поштучно поместить их внутрь. И уже там по месту склеить.
Остроконечную пипку окрашиваю в 3 слоя металлика, чтобы создать золотистый перелив, как на прототипе. Но с золотом немного переборщил, и оно перебило предыдущие слои металлика. Обтекатель крепления двигателя окрашивается в цвет крыла. С маскировкой кривых линий хорошо справляется виниловая лента. Возвращаясь к фюзеляжу и крылу. В прошлый раз я подготовил их к покраске и обезжирил. Остается нанести базовый слой краски. При сборке этой модели поставил цель путем полировки сделать ее идеально глянцевой. Поэтому крыло и фюзеляж собрал лишь частично, без мелкой деталировки и выступающих элементов, которые будут мешать полировать поверхность. И да, я впервые использую эмаль от Mr. Hobby и слабо понимаю, как она ложится на поверхность и насколько расположена к образованию шагрени. После окраски я был поражен, насколько легко и приятно работать с этой эмалью. Очень жаль, что для себя открыл эту краску только сейчас и раньше мучился с водорастворимым акрилом от Валеха. Да, единственный нюанс – это запах. Если работать в комнате без вытяжки или покрасочной камеры, обеспечена вонь на всю квартиру. И не стоит забывать о возможных аллергических реакциях на ее компоненты. Да и вообще при окраске советую всегда надевать респиратор, даже если распыляете водорастворимые краски. При окраске за счет поверхностного натяжения вокруг маски, закрывающей иллюминаторы, образовываются незначительные заплывы. Чтобы выровнять поверхность, тщательно полирую эту область. После покрываю модель глянцевым лаком от этого же производителя, разбавляя его специальным выравнивающим растворителем. Он увеличивает текучесть и замедляет процесс высыхания лака, что создает более глянцевое покрытие. Итак, моделью глянца можно приступать к установке декали. Наношу приварку от Tamiya, которая смягчает декаль и обеспечивает качественное проявление расшивки. Ну шо, поди соскучились? До этого момента с этой моделью в принципе все было хорошо, даже несмотря на дурацкую конструкцию крыла. Но звезда умеет поднасрать в самый неподходящий момент. При нанесении этой декали я испытал жжение ниже пояса. Ты такой 2 недели буквально вылизываешь модель и под финал лепишь декаль, которая сводит на нет весь труд. Просто взгляните, с каким смещением изготовлена эта декаль. До последнего я пытался ее как-то сжать, но образовались складки и нахрен сорвал это безобразие. Остается только выкрашивать линию ливреи самостоятельно. Пойду валерьянки куплю. Все усложняется тем, что линия проходит через все двери, приходится вырезать их и сразу же приклеивать на соответствующие места.
Долго мучился с формой линий и не понимал, почему ничего не получается. И оказалось, что звезда сделала декаль тупо от балды. Сейчас объясню. Схема окраски соответствует прототипу, и линия пересекает 8 иллюминаторов. А на декале едва ли захватывает 3. Это какой-то позор? Но самое интересное, что установленная дверь по контуру расшивки не совпадает с линией ливреи. И если приклеить эту декаль без изменений, дверь съедет от расшивки на 2 мм вниз. Как такое возможно? Dan Models как знал и включил в набор 11 запасных масок для иллюминаторов. С надписи Max срезал выступающие линии иллюминаторов. А с этого я долго смеялся. Даже если захотеть, настолько криво будет сложно сделать, но для звезды нет преград. Такое чувство, что звезда это делает специально, чтобы поиздеваться над моделистами. И я нахожу этому все больше подтверждений. Решил отделить M от надписи и разместить в соответствии с иллюминаторами. То, что она будет чуть отдалена от надписи, будет меньше бросаться в глаза. Хуета. Как видите, декали крайне плохо совпадают с расшивкой пластика. А эти декали звезда забыла отзеркалировать. Ну, красавцы, что тут сказать. Срезаю все предупреждающие знаки и устанавливаю на места, согласно прототипу. Ладно, забыли отзеркалировать, но почему знак разместили так близко к линии? Потому что. Он должен быть на заметно большем расстоянии. Клеил и один кружок потерял. Перерыл все рабочее место, но найти его так и не удалось. А когда в очередной раз отправлял лучи добра в адрес звезды, протягивая руки к небу, заметил на ладони белую точку, и к счастью им оказался потерянный кружок. И укажу на некоторые, не все, менее критические косяки. В инструкции номер декали 29, а на самом деле 28. Две декали под номером 32. В инструкции багажные отсеки изображены с другой стороны фюзеляжа. Будьте внимательны, если вообще после просмотра этого видео осмелитесь использовать эти декали. А в инструкции звезда вообще советует покрыть модель матовым лаком. Чего, блядь? Для выделения расшивки используют томиевскую нейтральную смывку светло-серого цвета. После высыхания оказалось, что она въелась в лак. Объяснить, почему так произошло, я не готов. Из-за таких моментов всегда, прежде чем наносить смывку на модель, каждый раз делаю пробу на стабилизаторе или мелких участках, оценивая оттенок смывки и реакцию химии. В случае, если что-то пойдет не так, стабилизатор можно быстро перекрасить. Въевшиеся разводы получилось удалить томиевской полиролью. Продолжать эксперименты не было желания и замешал смывку по старинке на основе White Spirit и масляной краски.
И наконец-то момент, ради которого все это затевалось. Финальная полировка лака. Для этого наношу полироль на ворсистую сторону кожи. Пропитываю ее и тщательно протираю поверхность. Когда наносил линию, я ориентировался на декали от звезды. Почему-то не сообразил сравнить ее с прототипом. И только через несколько дней, когда закончил модель, узнал, что линия у киля должна идти немного по другой траектории. Ладно, и так сойдет. Оставшиеся детали приклеиваю на модельный клей. Чтобы сделать это чисто, без разводов и потеков, обильно смачиваю стык детали и даю время, чтобы клей разъел пластик и подсох. И только после этого устанавливаю ее. Хочу подытожить и выдать вердикт этой модели. Первое, стоит сказать звезде спасибо, что выпустили 737 Max 8 в пластике по бюджетной цене. Высокая деталировка, подробная расшивка, приятный пластик, вот реально респект звезде. Но конструкция крыла и декаль сводит на нет все впечатления от модели. Если декаль можно выбросить и купить другую, то с крылом придется повозиться, чтобы привести его в чувство. Советую, покупая эту модель, сразу же брать декаль от другого производителя. Результатом проделанной работы я очень доволен. Восстановленная расшивка, отшлифованные иллюминаторы и отполированный лак делают из игрушки шикарную стендовую модель. Надеюсь, эта серия видео была для вас полезна. Буду рад услышать ваши отзывы в комментариях. Благодарю за внимание. До скорых встреч!